Тум-тум, чао-чао, всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура и скетчинг, всякие такие штуки. И сегодня чуть-чуть про проектирование. Но я расскажу, каким образом работает моя система скетчинга на одном из реальных проектов, которые осмыслял вот просто на этом листе. Да. Кто меня не знает, вкратце обо мне. Я думаю, не буду все время это говорить, а буду просто этот лист показывать. В принципе, так все понятно, насколько я в материале и там, что могу говорить про всю эту историю. Вот. Так, теперь. И еще в конце видео, я думаю, нужно немножко мотивировать тех, кто смотрит мои видосы. В конце видео я дам какой-нибудь краткий микроурок, который можно попробовать, взять ручку, бумажку и попробовать порисовать в том духе, которым делаю я. Поэтому, в общем, пока смотрите видео, готовьтесь. Это неплохо бы стартовать прямо сегодня. Чего ждать-то? Ждать-то уже лето кончилось, уже все кончилось, все, что возможно. Давайте фигачите. Вот. Про проект, да. Ладно, окей, начну, а потом, может быть, немножко откорректирует всю еще ситуацию. У меня есть небольшое пространство, вот такое вот. И это пространство там, где сейчас я занимаюсь своими проектами, это коммунария, перед таким общинным домом и храмом. И речь шла тогда о благоустройстве этого пространства. Что я придумал, да. Но теперь на этом месте все будет по-другому, потому что сюда я проектирую уже не озеленение, а домик. Сейчас я, может быть, покажу. Это будет как итальянский атриум. Вот, намного более интересная история. Как мне заложить вот эту страничку, чтобы перейти. Вы видите мой большой скетчбук. Вот. И он будет примерно такой квадрат. Вот он, с фасада. Это похоже будет на тот храм, который сейчас я спроектировал и который строится, и который принес мне драматическую историю сегодня. Я завтра буду его красить сам, потому что рабочие коварно решили праздновать какой-то свой праздник и отказываются трудиться. Отказываются. Это очень грустно. Поэтому я завтра возьму краскопульт и пойду исправлять ситуацию. Кому интересно, это все будет в сторис Инстаграм. А это домик, существующий напротив. Я буду менять у него фасад, потому что он очень несимпатичный. А я думаю, что я могу его сделать очень симпатичным. Это я рисовал в Праге. Вот ты едешь в Прагу, и у тебя есть с собой скетчбук, и ты сидишь там ночью где-нибудь. Рядом ребята играют в бильярд. Рядом сидит компания итальянская, а ты сидишь и точишь кофе и рисуешь скетч. За окном дождь, но это было весной, как раз до вот этих всех событий, которые всех заставили сидеть дома. Вот, про этот небольшой проект, который уже не актуален, но может быть интересен. Там думали о том, что могут туда прийти птицы. И вот эта вот идея того, как небольшие вольеры для птиц могут сочетаться с сидениями. Люди могут прийти сюда, сидеть на этой деревянной структуре. Здесь небольшая деревянная структура, которая отдана под птичник, потом снова деревянная структура. И позади человека ритм вот этих деревьев. И вот здесь деревья, и вот здесь деревья, и вот здесь деревья. Они зонируют нас от небольшой улочки, основная улица здесь, там далеко, на самом деле, за храмом, а здесь иногда проезжают машины, но довольно редко, потому что там, вот в этом месте, милиция, тын-тын, а тут храм, по этому поводу все шутят, кстати. Вот, а там больница строится, так что все в одном, прикольно.
И вот этот ритм кустов и вот этих вот форм, на самом деле это не обязательно должен быть птичник. Я думал, это можно интерпретировать по-разному. Только как еще по-разному я не придумал. То есть я найду, если бы я нашел или подумал о другой функции какой-то, то общий ритм сохранился бы, но в эти формы пришла бы другая функция. Ну, в общем, вот. Рабочая функция была такая птичник и, может быть, там немножко контактного зоопарка. Вот, и места для сидения, для отдыха. Ну и животные, которые не очень пахнут, я думаю, должны были быть здесь. Ну или чистить, ну в общем, короче, да. Такая рабочая, полурабочая версия. Может быть что-нибудь другое. Потому что центр всей этой истории, он такой. Сейчас покажу. Вот, если мы вернемся обратно к этому плану, то мы видим, что это такая округлая структура, которая охватывает собой центр. Вот здесь люди могут проходить, а вот здесь вот эти вот птичники или еще какая-то функция, вот здесь они могут сидеть, и их взгляды направлены сюда, в центр, фиксируются на этом пространстве. Что такое это пространство? Это небольшой водоем. Тын-тын. Водопад. Да, водоем с мостиком. Вот здесь водопад. Почему это интересно? Потому что невероятно релаксирует вот этот вот звук плещущейся, падающей воды. Это мы стояли с тем священником, с которым делаются эти все проекты, кажется, на Ленинском проспекте. И там, просто вокруг асфальт, и вокруг движения, и вокруг, немножко деревьев на углу, и там водоем. Не водоем, а такой микрофонтанчик. И просто посередине его этот мостик. А с мостика падает вода. И ты стоишь такой и просто залипаешь, потому что вокруг тебя город, суета, там прочие всякие штуки. А ты стоишь там, и вот останавливается мир. А вот тут это прям очень надо. Потому что тут, ладно, я не буду проговаривать, в общем, он там нужен. Нужно, чтобы люди могли расслабиться, отдохнуть резко, быстро, эффективно расслабиться, эффективно отдохнуть, прийти в себя. Ну, в общем, там рядом с храмом, при храме реабилитационный центр. Вот такая проблема. Поэтому с этим связаны некоторые особенности. И идея там контактного зоопарка и птичника для того, чтобы вот релаксировать вот этих ребят, которые там на излечении находятся. Вот, отсюда это все вышло, не просто из хотелок. Да. А вот здесь средняя стена, вот это вот, это предполагалась такая небольшая область летнего кафе. Это как пергола. Вот она. Вот она. Уличное кафе. Вот это пергола. Здесь столики, и люди сидят. Сидят, пьют кофе. Вот в этой структуре. Разрез для вот этой структуры. Вот он. Здесь улица. Здесь отсекающие барьерные кусты. Здесь вот эта вот структура. Вот здесь находятся скамейки. Вот это птичник. Окей. Структура с мостом в разрезе. Вот она. Человек стоит, смотрит, тут льется вода, водопад, падает бассейн. Это, наверное, не очень высокий будет бассейн, просто чтобы вода его наполняла. И, может быть, туда придет какой-нибудь лебедь или утка, или еще кто-нибудь, о ком могут заботиться вот эти вот люди-реабилитанты, которые там тоже на трудотерапии. Вот. В чем драматизм? В том, что они делают эти проекты в рамках трудотерапии. И поэтому я завтра поеду перекрашивать храм. Да. Вот такая непростая история. И у меня даже одежды нету для этого. Мне нужно будет взять краскопульт. Что это значит? Прощай мои джинсы и рубашка любимая. Как? Не знаю даже, что делать. Вот.
по высотности, что интересно. Ну, вот тут кафе, вот это вот пергола, водоем, водопад, мост, вот эти вот скамьи. И вот эта вот структура. Кусты, птичник, скамьи, кусты. И по высотности вот эта вот история, если в разрезе, превращается в некий такой амфитеатр. Вот я выводил ее из вот этой идеи. То есть тут кусты близко к дороге, к забору, наиболее высокие. Потом идет структура более низкой, вот здесь, вот это. Потом максимально близкая. Потом водопад. Ну, это первичный эскиз, потом пришло разделение вот с этими фрагментами улиц. Они пришли в эту историю, но основная идея такого амфитеатровой истории, она осталась. Вот она перешла вот в такую историю. Здесь минимальные размеры человечки, здесь чуть повыше с перголой, здесь максимальные возможные формы для растений. И, соответственно, между ними микроулочки. Вот. Еще раз покажу. Вот это вот стена. Вот здесь сидят человечки с ритмом кустиков, с перголой. Вот столики. Вот один столик, тут сидит девушка, тут сидит чувак. Здесь разрез вот этой первой структуры. Вот здесь разрез второй структуры. Здесь разрез центральной структуры. И вот здесь начинается домик, где происходит реабилитация, ну, зависимых людей, а там храм. Вот. Проговорил. Вот такая вот идея. И, собственно, я ее разрабатывал, ну, в скетчбуке. Я очень быстро работаю в 3D. Но для того, чтобы думать, для того, чтобы мысль не останавливалась, не запиналась от 3D-модель, не ленилась. Намного удобнее, быстрее, масштабней думать с помощью пишущих инструментов, скетчбука и вот этой вот всей истории, про которую я рассказываю. Вот. А по вот этой вот истории я делаю курс, который скоро выйдет, его можно будет радостно купить. И там подробно, пошагово я расскажу, как двигаться и в такую графику, и во все вот эти вот истории, и парадные истории, и рабочие истории, много-много-много интересных историй, которые облегчают жизнь очень сильно. И они все пропущены через, ну, такие и российские проекты, и международные проекты, через очень-очень-очень много вариантов. И вот еще наброски для вот этой структуры с птичником, чуть более проработанные. Тыдым, тыдым, тыдым. В общем, вот. И еще у меня, как вы понимаете, есть большой YouTube-канал. Вот он. Про скетчинг для ландшафтных архитекторов, и для архитекторов, и для всех. И тут огромное количество свободных уроков. В общем, если хотите, то можно изучать вот здесь. Готовиться там, выбирать то, что вам нравится, и по этим урокам заниматься. Спрашивайте на YouTube Kitchikin Эдуард, и он вам покажет мой канал. Или ждать мой курс, когда он выйдет, и радостно себе приобретать. Вот. Так. И обещанный микроурок. Рекомендую сейчас взять, ну, какую-нибудь ручку, бумажку и попробовать сделать вот такую штуку. Это элементарно. Мы рисуем, смотрите, вот эту вот линию, на которой стоит вазон, и рисуем такую свободную форму. Пум, пум, пум. И рисуем из нее горлышко. Пум, пум, пум. И теперь отбиваем тень. Делаем немножко тени внизу, а вот эту тень подрисовываем
чуть с поворотом штриха по форме предмета. Пум-пум-пум. Ну, окей. Отсюда откидываем одну линию, и на ней рисуем такие точечки. Вот у нас получилась сухая ветка. Все просто симпатично, супер быстро. Попробуйте, возьмите ручку, это вот супер несложно, и напишите в комментах, что попробовали. Ну, не так важно даже, насколько симпатично получится, но нужно стартовать, нужно практиковать, чтобы это все, ну, приходило в вашу жизнь, да. Так, немножко, может, помедленнее пролистать скетчбук, чтобы было попонятней, про что я говорю. Вот вся история, это моя, большей частью, итальянская история, ну и европейская история, а вот сейчас уже больше русская история, потому что никуда не выехать, да. Это пражская история, на которой придет коммунар. В общем, вот, я пушу за то, чтобы вот эта вот работа, вот эта деятельность проектная, там, архитектора, ландшафтного архитектора, она приносила максимум легкости и радости. И когда делаете такой скетч, красивый, в традиции, с пониманием того, как вы рисуете, что вы рисуете, это приносит обалденную радость. То есть не происходит такого момента преодоления себя, когда вы проектируете на компьютере. Если это в кайф, то ты от этого не устаешь. Ты просто балдеешь и продолжаешь вот эту вот историю, которая и развивает тебя, и приносит огромное удовольствие. Ну, как подходят к этому итальянцы. Радость жизни, любовь и красота. Вот. Поэтому, я думаю, это очень классно, ну, проектировать таким образом. Ну, сам я проектирую очень много. И я не хочу делать это все на компьютере. Я хочу делать это все натуральными инструментами, натуральными, настоящими. В этом есть жизнь, и эта штука всегда со мной. И она дает необходимые импрессию, впечатления и радость, творчество. В общем, вот берите ручку, бумажку, прямо сейчас практикуйте. Нечего ждать, уже нечего ждать. Нужно просто прямо сейчас начинать. Вот. Ну и ожидайте, скоро выйдет мой курс. Я про него напишу в описании ко всем видео. Его можно будет приобретать и с удовольствием пользоваться, расти и быть более счастливым от того, что в вашу жизнь пришли новые инструменты, новые принципы, новые способы. Вот, смотрите в описании к этому видео ссылки на плейлисты тематические. Я вот эту вот историю разбил на плейлисты, чтобы еще удобнее было. Вот еще немножко покажу, с чем я сегодня сижу. Вот эту вот отрабатываю часть. Вот это уже построенный комплекс. Вот этот, ну, это не я делал архитектуру, я делал архитектуру купола, и теперь делаю архитектуру вот этого домика и звонницы. Замороченное занятие, но очень интересное. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичигин Эдуард. И всем хорошего вечера. Чао-чао. Давайте жгите. Не надо останавливаться. Нужно с удовольствием фигачить. Всем огня. Чао.